Друзья, приветствую вас! Это вторая часть обзора, которая посвящена доллару, рублю, евро и другим связанным с ними вопросам. Так, давайте начнем с рассмотрения позиций на форсе. Сишечка, доллар-рубль. Здесь у нас ставка на укрепление рубля. Юрики делают ставку на укрепление рубля, по крайней мере, в первой половине четверга. Евро-рубль, здесь нету четкого указателя на движение, здесь боковик. Так, а вот по евро-доллару юридические лица делают ставку на то, что евро к доллару будет ослабляться. Так, друзья, давайте начнем с доллар-евро или евро-доллар. Недельный таймфрейм. Но здесь мы видим, идет подход к уровню 1,23. На этой неделе, я думаю, ситуация разрешится, но в крайнем случае на следующий. Здесь либо произойдет пробой и закрепление, и тогда мы увидим движение, цель которого будет 1,25. Либо же мы от этих значений отбиваемся и, соответственно, идет коррекционный откат, цель которого 1,2030, 1,20. Переходя к дневному таймфрейму, здесь у нас произошел разворот, но пока не подтвержденный разворот. И на текущий момент для подтверждения этого разворота нужно, чтобы отсюда пошло движение, которое привело бы к пробою 1,21. Если рассматривать более короткие таймфреймы, то на сегодня у нас текущая ситуация отличается тем, что здесь уже как бы движение нисходящее развернулось, и сейчас здесь намечается отскок доллар-евро, цель которого 1,2255. Но ситуация до конца сейчас не определилась. Она, я так полагаю, определится в ближайшие часы до 11, до 12 по Москве. Соответственно, если отсюда идет возвратное движение вниз с пробоем 1,2158, то вот этого роста и движения к верхней границе не происходит. В этой ситуации будет тестирование нижней границы, и если она все-таки будет пробита, то нас ждет откат, цель которого 1,2052. Вот сюда, к этому уровню. Пока на текущий момент больше факторов указывают на то, что все-таки здесь будет коррекционный отскок, цель которого в идеале это 22.58. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD, Tomorrow, дневной таймфрейм. Что здесь можно сказать? Он находится в боковике. Вот в этом боковике нижняя граница 73,3, верхняя граница 73,7. Но мы с вами видим, что в последнее время здесь намечается тенденция выхода из этого боковика. И как бы эта тенденция, она не нацелена на укрепление рубля. А на текущий момент, пока происходит сдерживание в диапазоне, то есть отбой почти каждый раз от верхней границы, которая 73,7, и, соответственно, колебательное движение в этом диапазоне. Но, как только здесь формируется третий пробой и закрепление в диапазоне 73,7, 73,8, то весьма вероятно отсюда сразу пойдет движение, цель которого уже будет сходить на 74,5, 74,6. Пока на текущий момент вот эта формация, то, что здесь происходит, указывает на то, что сейчас пойдет движение как минимум вот сюда на укрепление доллара. Но мы с вами помним, здесь есть определенная область, пробития которой уводит рубль укрепляться на 72,5 и возможно даже 72,15, вот сюда, к этому значению. Пока это движение под вопросом. Да, есть определенные факторы, которые играют на стороне рубля. В частности, предполагаемая встреча 16 июня между российским и американским президентом. Но технически картина и сделки, которые происходят, они указывают на то, что высока вероятность того, что отсюда рубль будет ослабляться, ну хотя бы куда-то сюда. Так, друзья, далее евро-рубль, дневной таймфрейм. Но здесь как бы четко вот этот коридор рисуется. Верхняя граница 90.37, нижняя вот здесь. Сейчас этот коридор немножко поджался. Обычно такие поджатия приводят к тому, что пробивается верхняя граница. Скажем так, очень высока вероятность того, что произойдет движение на 92. Вопрос только, когда это все-таки случится. Переходя на часовой таймфрейм, здесь очень интересная картина в паре евро-рубль, которая заключается в том, что пошел импульс движения, и цель этого импульса движения
после того, как отбились от 89,6, это сходить на 90,1. Вот сюда, вот к этим значениям. Ну и, соответственно, эта идея, она не реализуется и не срабатывает, если идет движение вниз и возникает пробой значения 89,5. В этой ситуации дальнейшее движение будет 89,35 и, возможно, даже на 88,5. Пока евро-рубль поджат в этом диапазоне, и здесь на сегодня наиболее логичное движение – это движение к верхней границе на ослабление рубля. Но не забываем про то, что это не однозначная дорожка, здесь всегда есть разветвление, есть вариант ухода на 89,35 и даже 88,5. Он, я считаю, сегодня менее вероятен, тем не менее его совершенно сбрасывать со счетов не стоит. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Залез он необыкновенно высоко. Ну и как следствие такого движения здесь сейчас возникает обратный противоход, попытка произвести коррекционный откат. В идеале этот коррекционный откат должен привести на 155-154 500. Так, ну вот по часовому таймфрейму у нас все готово, хворост высушен. Соответственно, сейчас первая цель — это движение на 157 тысяч. Вот это движение сейчас, оно не произойдет. Ну, точнее, оно может сначала задержаться и зависнуть вот в этом диапазоне и дальше не пойти. Такое тоже может быть. Но вообще, в принципе, оно сейчас не пойдет. Оно пойдет в противоположную сторону, на рост. Если будет задерг вверх и пробитие 158 600. Вот, я думаю, такой сценарий сейчас маловероятен. Здесь более логично сейчас провал к этому значению, и потом все-таки более вероятно движение на 157 тысяч, ибо оно назрело. А вот дальше большой вопрос. Здесь, если начинается консолидация, то, соответственно, мы здесь будем удерживаться и отсюда отбиваться. Если здесь возникает пробой 156 500, то в этой ситуации развивается дальнейший импульс движения, и цель этого движения будет 155 100. Так, друзья, дальше давайте посмотрим акции. Вот вопрос был по Яндексу. Ну, здесь уже мы подошли к локальному максимуму, который 5050. Сейчас, скорее всего, здесь движение затормозится или последует коррекционный откат на 4900. Вот сюда вот. Если здесь движение не затормозится и будет пробой, то у нас отсюда следующая цель движения находится на 5350. Здесь вот, исходя из того, как развиваются эти события, весьма вероятен уже пробой, значение 5050 и уход наверх. Но если сегодня, завтра этот пробой не происходит, у нас отсюда пойдет отбой, и мы покатимся вниз на 4600. Обращаю внимание, здесь все-таки вероятность того, что вот это движение разовьется до конца, она больше, нежели чем отсюда у нас отбой и коррекционный откат. Так, друзья, далее вот вопросами про Мечел засыпали. Как быть, как быть? Но смотрите, если речь идет о долгосрочном вложении, то Мечел, несомненно, он пойдет выше, и 180 и 300 он будет. Вероятность такого события, она достаточно высока. На текущий момент, да, здесь произошел коррекционный откат. И этот коррекционный откат, скорее всего, пока не до конца закончился, то есть он должен куда-то сюда вот привести 76,1, 78,6. Так, ну и вот 4-часовик. По 4-часовику у нас сейчас от тех значений, которые достигнуты, может произойти отбой и коррекционный отскок, цель которого будет 85,5, 86. Если здесь все-таки возникает пробой, то есть если идет движение и пробитие 79,5, то Мечел сегодня-завтра уйдет консолидироваться вот в этот диапазон. Если сейчас пробоя не будет, он переведет дух и отскочит. Так, друзья, дальше давайте посмотрим Bank of America, 4-часовой таймфрейм. Почему Bank of America? Ну, сегодня в четверг вроде как там должны завершиться переходы из хай-тека в финансовый сектор крупным фондом под управлением BlackRock. Действительно, по 4-часовому таймфрейму здесь намечается отскок и движение у Bank of America на $43. Вот. Но на самом деле здесь ситуация пока не до конца ясная. Сейчас здесь разрешится ситуация будет
не будет пробой значения 41. Если пробоя не будет, то весьма вероятно, что здесь уже намечается движение, цель которого переписать вот этот максимум. Так, друзья, ну вот еще вопрос был по компании Baker Hughes, которая данные по буровым вышкам дает. Дневной таймфрейм. Вот здесь ситуация, она более устойчивая и более интересная. Здесь, по сути, на текущий момент времени весьма вероятен коррекционный отскок. Цель этого отскока — движение вот сюда, вот на 25,3. Эта идея не сработает, если сейчас возникает противоход и пробитие 23,7. Но вот здесь есть определенные признаки того, что отсюда, если, конечно, нефть не подкачает, будет отскок, и цель этого отскока — движение на 25,3, 25,5. Так, друзья, ну, в общем-то, вся информация, которую хотел до вас донести. Спасибо за внимание, успешных торгов.